Тема защиты от вирусов сейчас как нельзя более актуальна. Почти каждый год разгораются эпидемии гриппа, и каждый раз ученые ищут новые средства борьбы с ним. Создают вакцины, сыворотки, другие препараты. Нет смысла рассуждать о причинах пандемии и об эффективности вакцин, которые разрабатываются всегда против предыдущего, уже известного штамма. Для нас главное избавиться от страха перед эпидемией. Я уверена, что главное средство от любых болезней – сильный иммунитет. Именно собственные силы нашего организма лучше всего справляются с любым недугом. Но что делать, если этих сил недостаточно? Авитаминоз, загрязненность организма окружающей среды, вредные привычки, сидячая работа, недостаток физической активности ослабляют иммунитет, и организм теряет возможность самостоятельно сопротивляться вредоносным вирусам и бактериям. В таких случаях нужно ему помочь. Кто-то идет в аптеку, ну а я на кухню. Ведь большинство медицинских препаратов искусственно угнетают иммунитет, а мне нужно добиться обратного. Итак, когда я начинаю чувствовать недомогание с признаками наступающего гриппа, слабость, озноб, заложенность носа, ломоту в теле, повышенную температуру, я обращаюсь к одному простому и доступному средству, которое помогает довольно быстро преодолеть симптомы начинающегося простудного заболевания. И мне, честно говоря, все равно, какого он типа и чем вызван. Каждому из нас прекрасно известны целебные свойства меда и чеснока. Оба продукта незаменимы не только при любой простуде, но и при многих серьезных болезнях. Есть поклонники как меда, так и чеснока, а есть те, кто не переносит ни то, ни другое. Я лично люблю чеснок, но вкус меда мне не нравится. И вот самое интересное, что в этом рецепте от простуды требуется смешать чеснок и мед. Звучит не очень-то приятно, а представьте, какова эта смесь на вкус. Но лично я не люблю болеть и предпочитаю быстрее выздороветь, поэтому, когда я попробовала это средство в первый раз, пришлось усилием воли подавить отвращение. А сейчас, если иногда и приходится принимать чеснок с медом, я уже ничего неприятного не ощущаю. Для приготовления целебного противовирусного средства я беру чайную ложку меда и средний по размеру зубчик чеснока. Мед у меня 100% натуральный, с настоящей пасеки. Чеснок мы вырастили сами на даче. Подействует ли искусственный мед и китайский чеснок, который продается в наших сетевых магазинах, я не знаю, не пробовала. Средства надо принимать перед сном. Почему? Во-первых, лечение происходит через интенсивное многочасовое потение. А во-вторых, как известно, именно во время ночного сна организм восстанавливается и обновляется. Итак, натираю зубчик чеснока на терке или выдавливаю через чеснокодавилку. Смешиваю с чайной ложкой меда, набираю всю смесь в столовую ложку и кладу ложку на блюдце или тарелку, которую ставлю рядом с кроватью. Уже сидя в постели, кладу смесь в рот и проглатываю, не жуя. Надеваю теплые носки, хорошо укутываюсь и стараюсь уснуть, хотя это не всегда получается. Через некоторое время бросает сильный пот, если температура повышена. Если температуры нет, это средство не вызывает сильного потоотделения. Лекарство эффективно в самом начале болезни и может вылечить за одну ночь. На следующий день может ощущаться слабость, головокружение, но простуда в виде температуры, заложенного носа проходит. Однако, если болезнь уже запущена, требуется повторить процедуру хотя бы дважды. На кашель смесь меда и чеснока почему-то не действует. С ним надо бороться отдельно. Достаточно ли только меда с чесноком для полного излечения от простуды за сутки? Это зависит от стадии болезни, но в любом случае дополнительные средства в качестве, например, малинового варенья, клюквенного морса, травяных чаев, цитрусовых не помешают. Я не добавляю в горячие напитки мед, так как слышала, что в таком случае он из лекарства превращается в яд. И стараюсь не заливать кипятком травы при заваривании, чтобы не убивать полезные вещества. Не будучи ни медиком, ни целителем, я не могу брать на себя ответственность и рекомендовать всем простудившимся или заразившимся гриппом это народное средство. Могу только поделиться своим опытом. Если кто-то решится воспользоваться моим примером и попробовать рецепт на себе, обязательно учитывайте качество продуктов, которые будете использовать, особенности своего организма, противопоказания при текущих заболеваниях, несовместимость с принимаемыми медицинскими препаратами и так далее.
А если вам помогло данное средство, делитесь своей практикой в комментариях и распространяйте данное видео, чтобы помочь другим. Желаю всем не только здоровья, но и трезвого понимания происходящего вокруг, оптимизма и уверенности. Не поддавайтесь страхам и укрепляйте свой иммунитет.